сегодняшнем видео я вам предлагаю связать вот такую маленькую подставку для чашки или маленькую салфетку. Она у меня получилась вот такого размера. 9 сантиметров. Данный мастер-класс основан на моих видео, которые я уже выкладывала на своем YouTube-канале. В данной салфетке мы будем использовать воздушные петли, столбики без накида и столбики с накидом. Как их делать, я уже показывала. Все ссылки я оставлю внизу в описании под этим видео. Также данная салфетка подойдет для самых начинающих, кто только что взял крючок в руки и только что начал вязать. Эта салфетка очень простая и быстро вяжется. Давайте приступать. Схему данной салфетки вы также сможете найти в моем инстаграм. Все ссылки внизу в описании под этим видео. Данной подставки всего 7 рядов. Для данной подставки я выбрала вот такую пряжу. Это 100% хлопок. И крючок номер 3. Первый ряд. Нам нужно набрать кольцо из 8 воздушных петель. Для этого мы берем нашу пряжу, подводим под нее крючок и проворачиваем его по часовой стрелке. Вот так вот. Чтобы его закрепить, чтобы у нас вязание не развалилось, нам нужно подвести сейчас крючок под пряжу, подхватить нашу пряжу и провязать в эту петельку. Затянуть. Вот так вот. Сейчас нам нужно набрать 8 воздушных петель. Заводим крючок под пряжу, подхватываем, проводим. Первая воздушная петля готова. Крючок под пряжу, заводим в петлю. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. 8 воздушных петель готово. Сейчас нам нужно сделать из этой цепочки кольцо. Как мы это делаем? Мы находим первую воздушную петлю. Вот она у нас получается. Вставляем в нее крючок. Вставили крючок. 2 петли на крючке. И соединительным столбиком соединяемся. Для этого мы берем... Вставляем наш крючок под нитку, подхватываем нитку и сквозь 2 петли его протаскиваем. Протаскиваем нашу пряжу. Вот получилось. Сейчас нам нужно вот этот кончик нити ввязать в наше вязание, чтобы не нужно было дополнительно с ним работать. Приступаем к второму ряду. Второй ряд у нас состоит из 16 столбиков с одним накидом. Также я хочу сказать, что наше вязание круглое. И будь то скатерть или салфетка, любое вообще круглое изделие, оно вяжется из центра. Поэтому мы начали из центра. Второй ряд состоит из 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями. Заводим наш крючок под нить, подхватываем нить. Первая петля готова. Вторая, третья. Вот у нас первый столбик с одним накидом. Он эквивалентен 3 воздушным петлям. Нам еще осталось связать 15 столбиков с одним накидом. Вот в этот вот круг. Приступаем к второму столбику с одним накидом. Заводим крючок под нить. Вот у нас петелька и сама нить. Теперь нужно нам придерживать вот этот кончик нити вместе с вот этим нашим получившимся уже кольцом. И вставить наш крючок в само кольцо. Вот. Показываю еще раз. Вот. Вставили. У нас получилась петелька, кольцо и рабочая нить на крючке. Протягиваем рабочую нить в кольцо. У нас 3 петли на крючке. Соединяем. Вот. Столбик с одним накидом готов. Итого у нас 2 столбика с одним накидом. Осталось провязать еще 14 столбиков. Крючок под нить. Вставляем крючок в кольцо. Протаскиваем нить. 3 петли на крючке и соединяем попарно. Туго сильно не нужно вязать, не нужно ничего сильно затягивать, чтобы вязание смотрелось аккуратное и не перетянутое. 3 столбика с одним накидом есть. Покажу еще один столбик, а дальше вас попрошу вязать самих. Накид на крючок. Крючок вставляем в кольцо, протягиваем нашу нить.
и попарно соединяем. Четыре петли, 4 столбика с одним накидом, готово. Накид вставляем в кольцо, протаскиваем рабочую нить, попарно соединяем. 5 столбиков с одним накидом, готово. Нам осталось связать еще 11 столбиков с одним накидом. Свяжите их, пожалуйста, сами. Я их сейчас свяжу и вернусь. Вот я связала 11 столбиков с одним накидом. И если вы держали свое вязание правильно, то ваш кончик нити оказался внутри этого вязания. Он оказался внутри вот этих вот столбиков. Вот он, нигде не торчит. Теперь нам нужно соединить вот эти столбики между собой. Для этого мы находим третью воздушную петлю вот в этом первом столбике. Вот она. Раз, два, три. И в вершину этой петли вставляем наш крючок. Вставили крючок. И теперь соединительной петлей нам нужно соединить наше вязание. Вот так вот. Приступаем к третьему ряду. Третий ряд у нас состоит из 8 столбиков с одним накидом и 3 воздушными петлями между ними. Первый столбик мы также заменяем воздушными петлями. Раз, два, три. Теперь 3 воздушные петли между столбиками. Раз, два, три. В итоге у нас на крючке 1 столбик с накидом и 3 воздушные петли. Теперь накид на крючок. 1 столбик мы пропускаем, вот этот. В следующий мы вставляем крючок, подхватываем нашу нить и попарно соединяем. 3 воздушные петли. Накид на крючок. Пропускаем 1 столбик, в следующий мы вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Накид на крючок, 1 столбик пропускаем, следующий вяжем. Столбик с одним. 4 столбика с одним накидом, готово. Остальные 4 столбика с накидом и 3 петли между ними провяжите сами. Вот я провязала 8 столбиков с одним накидом и 3 петли между ними. Теперь мы соединяемся. Нужно найти третью воздушную петлю, которую мы провязали. Первая, вторая, третья. Вставляем крючок, подхватываем рабочую нить и через 2 петли провязываем соединительным столбиком. Вот что у нас получается. Четвертый ряд. Он у нас состоит из 8 групп из 4 столбиков с одним накидом и 1 воздушной петлей между ними. Все эти столбики с накидом мы будем провязывать вот в эти арки. Для того, чтобы нам сейчас попасть в эту арку, нам нужно сделать соединительный столбик. Заводим крючок вот в эту арку, вставляем его, вставили, подхватываем нить и протаскиваем нить через петлю. Вот у нас соединительный столбик готов. Сейчас мы находимся в арке. Нужно сделать первый столбик с одним накидом. Мы его заменяем 3 воздушными петлями. Раз, два, три. Первый столбик с одним накидом готов. Осталось сделать еще 3 столбика с одним накидом. Накид. Вставляем крючок в арку, подхватываем рабочую нить, протаскиваем и попарно соединяем. 2 столбика накида есть. Накид, крючок в арку, подхватываем нить и соединяем. 3 столбика с одним накидом готово. Последний столбик сюда же, накид, крючок в арку, подхватили нить, попарно соединили. Теперь нам нужно сделать 1 воздушную петлю. Готово. Следующие все арки мы вяжем точно так же. 4 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля между ними. Накид. В арку мы вставляем крючок, подхватываем рабочую нить, попарно провязываем. Осталось еще в эту же арку связать 3 столбика с накидом. Остальные все группы
состоящий из 4 столбиков с одним накидом и одной воздушной петлей между ними, провяжите сами. Вот что у меня получилось. Я провязала группы и воздушные петли между ними. Теперь нам нужно соединиться. У меня воздушная петля на крючке. Нам точно так же нужно найти верхушку нашего первого столбика с одним накидом, который мы заменили воздушными петлями. Вот у нас 1, 2, 3. Третья воздушная петля, показываю еще раз. 1, 2, 3. В ее вершину нам нужно вставить крючок и соединиться соединительным столбиком. Вставили крючок, подхватили нить. И через 2 петли сразу протягиваем. Вот наш 4-й ряд готов. 5-й ряд. Он у нас состоит из 3 воздушных петель и столбиков без накида. Сейчас мы находимся вот в этом столбике, в самом первом. Нам нужно сейчас провязать 3 воздушных петли. Буду вязать чуть-чуть побыстрее, потому что как вязать воздушные петли я уже показывала. 1, 2, 3. 3 воздушные петли готовы. Теперь нам нужно сделать столбик без накида в 3-й столбик в этой группе. Вот мы находимся в первом. Сейчас я вытяну крючок и покажу вам крючком. Вот мы находимся сейчас в первом столбике, второй мы пропускаем, и вот в этот 3-й мы вяжем. Вот. Первый, второй, 3-й столбик. Вставляем крючок, подхватываем рабочую нить, провязываем. Столбик без накида готов. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В арку между столбиками провязываем столбик без накида. Теперь опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Первый, второй, третий. В 3-й столбик мы вставляем крючок, подхватываем нить и провязываем 2 петли на крючке. Столбик без накида готов. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вставляем крючок в арку между столбиками. Захватываем нить, провязываем 2 петли на крючке. Столбик без накида готов. Таким образом, вот мы провязали 5-й ряд. У меня сейчас сделан столбик без накида и 3 петли на крючке. Теперь нам нужно соединиться. Находим вот наш этот самый первый столбик, откуда мы начинали наше вязание, и в его вершину предыдущего ряда, то есть не вот в этот столбик, который у нас провязан, а в предыдущий ряд, в его вершину, вот она у меня. Вставляем крючок, подхватываем нить и соединяем соединительным столбиком. 5-й ряд готов. 6-й ряд. Он у нас будет состоять из 3 воздушных петель и столбиком без накида. Столбики без накида будут делаться вот в эти арки между столбиками без накида, которые мы делали, состоящие из 3 воздушных петель. Сейчас нам нужно сделать соединительный столбик, чтобы начать 6-й ряд. Вставляем крючок в нашу арку, подхватываем нить и протягиваем нить сквозь наше вязание. Вот, сейчас мы находимся в арке и можем начать 6-й ряд. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. Вот у нас арка. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Следующие 3 петли, крючок в арку, захватили нить, провязали. Таким образом мы вяжем ряд до конца. Вот я провязала 6-й ряд. Теперь нам нужно соединиться. Находим основание наших воздушных петель, которые мы делали в самом начале. Вот оно у меня. Вот. Вставляем в него крючок. Вставили крючок. Подхватили рабочую нить, протянули. И протянули через 2-ю петлю. 6-й ряд готов. 7-й ряд у нас будет состоять из групп из 3 столбиков с одним накидом, 1 воздушной петлей и 3 столбиков с накидом в эту же арку. Сейчас мы находимся в соединительном столбике, которым мы соединяли 2
арки. И вот в следующую от крючка арку мы провязываем столбик с одним накидом. Накид, вставляем крючок в арку, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом в эту же арку. И третий столбик с одним накидом в эту же арку. 3 столбика в арке готово. 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом в эту же арку. Первый столбик, второй столбик, накид, вставляем крючок в арку, протягиваем, попарно соединяем. Накид, крючок в арку, попарно соединяем. Вот у нас наша группа готова. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 3 столбика с накидом. В следующую арку мы делаем столбик без накида. Вставляем крючок в арку, подхватываем нить и соединяем. Вот, готово. Теперь опять мы делаем в следующую арку 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Накид, вставляем крючок в арку, подхватываем нить, попарно соединяем. Первый столбик с накидом готов. Второй столбик точно так же. Провязываем. И третий столбик, накид, крючок в арку, вставили, протянули, провязали попарно. 1 воздушная петля, накид, крючок в арку, вытащили рабочую нить, попарно провязали. Накид, крючок в арку, провязали попарно. И третий столбик с одним накидом сюда же. Столбик без накида в следующую арку. Вот что у нас получается. Провяжите, пожалуйста, этот ряд до конца. Вот что у меня получается. Я провязала 3 столбика с одним накидом, воздушную петлю и 3 столбика с одним накидом. Остается сделать столбик без накида в следующую арку. Вставляем крючок в арку, подхватываем нить и провязываем 2 петли вместе. Столбик без накида готов. Наша подставка под чашку почти готова. Остается соединиться соединительной петлей, чтобы наше вязание не развалилось. Отрезать нить и вправить эту нить в вязание. Как делать соединительную петлю? Вот находим следующий столбик с одним накидом. Вот он у меня. Вставляем в него крючок, подхватываем нить и протаскиваем через 2 петли. На всякий случай сделаю еще одну соединительную петлю. Следующий столбик. Вот следующий столбик. Вставляю крючок, подхватываю нить, провязываю через 2 петли. Вытаскиваю нить крючком приблизительно на 2 сантиметра и обрезаю. Вот я обрезала. У меня получился такой хвостик. Теперь нам нужно этот хвостик заправить в наше вязание. Переворачиваем наше изделие на изнаночную сторону. Вот у меня торчит вот этот вот хвостик. В следующий столбик, вот в этот вот, я вставляю крючок и подхватываю свой хвостик. Провязываю его сюда. Вот как это выглядит с лицевой стороны. Теперь я вам предлагаю вставить вот этот вот хвостик в основание вот этих столбиков с одним накидом. Вообще нужно взять в идеале крючок меньшего размера. Но я вам покажу, как это сделать с этим же крючком. Мы берем, находим основание наших столбиков с накидом, вставляем под основание вот так вот, подхватываем 1 петлю и протягиваем наш хвостик. Нам нужно сделать это так, чтобы вот этот хвостик полностью скрылся вот здесь, под этими столбиками с накидом. В следующий столбик вставляю крючок, подхватываю и протягиваю.
Вставляю крючок под столбик с накидом, подхватываю хвостик и протягиваю. Так можно сделать до конца.